Существует много так называемой здоровой еды для детей, которая на деле дрянь. Такая еда создает много проблем. Иногда можно услышать, как родители говорят: «Ну, у меня дети тощие, пускай едят, что хотят», или «Муж у меня стройный, он считает, что может есть что угодно». Поэтому обсудим другие проблемы, которые могут возникнуть. Оставим пока в стороне лишний вес и даже вредную еду. Давайте воспользуемся доской. Пойдемте. Давайте поговорим о худших продуктах из так называемой здоровой еды для детей. Первый и самый серьезный — это у нас сок. Родители думают, что фруктовые соки полезны для детей, так ведь? Поэтому они дают детям соки: апельсиновый сок, грейпфрутовый, ставят их на стол за обедом, думая, будто в этих соках есть витамины. Но это голый сахар. От этих соков уровень сахара в крови детей взлетит до небес. Эти соки даже хуже, чем Кока-Кола или сладкая газировка. Из-за всего этого сахара у ребенка начнется гипогликемия, и дальше сахар в крови станет повышенным. Это нагрузит поджелудочную и лишит организм множества нутриентов. Возможно, и с зубами от этого будут проблемы. Так что, если хотите ходить к зубному, ставить много пломб, можете поить детей соками. Я видел, как сок пьют совсем малыши, и это очень плохо. Возможно, вы спросите, а как же апельсиновый сок и витамин С? В апельсиновом соке нет никакого витамина С. Вообще никакого. Почему? Потому что при нагревании все соки пастеризуются, проходят термическую обработку. Это уничтожает в соках все, включая витамин С. Витамин С в апельсиновый сок добавляют позже, но он искусственный, он не настоящий. Так что сок — просто раствор сахара. А от избытка сахара у ребенка начнутся проблемы. Раздражительность, синдром дефицита внимания и прочее. Так что будет здорово, если вы их исключите. Начните давать детям другое питье. Мне нравится газированная вода с ароматизированной стевией. Есть стевия со вкусом Кока-Колы, рутбира, лимона, фруктов, ягод. Капаете жидкой стевии в газированную воду, и дети решат, что пьют лимонад, а в нем нет сахара. Отличный напиток. Мои дети его пьют. Те, которым уже 21, 22 и 19. В общем, важное правило — держитесь подальше от соков. Это первое. Второе — йогурты с разными вкусами. Во-первых, в простом йогурте 10 грамм сахара, а в йогуртах со вкусами целых 38 грамм на порцию, а в бутылочках где-то 4 порции питьевого йогурта. Умножаем 38 на 4. Просто с ума сойти, сколько в йогурте скрытого сахара. Так что всякие там питьевые йогурты, которые родители дают детям в школу, это все голый сахар. Даже в ванильном 38 грамм сахара. Вот сколько скрытого сахара, а мы хотим от него избавиться. Если это сделать, дети станут менее гиперактивными и раздражительными. Это значительно облегчит вам жизнь. Итак, со вторым пунктом разобрались. Третий. Шейки для набора веса. Допустим, ребенку нужно набрать вес, и вы даете ему Эншур или Педишур, или еще какой-то напиток, в котором много витаминов и калорий для набора веса. Вот что я вам на это скажу. Во-первых, там тонны сахара. Первый ингредиент — там сахар. Снова скрытый сахар. А все витамины синтетические. Настоящих витаминов там нет. Если хотите, чтобы ребенок набрал вес, лучше всего давать ему картофель, красный картофель, ямс, батат, крахмалы вместо всевозможных пустых сахаров. Не покупайте шейки для набора веса, потому что от них набор веса будет вредным для здоровья. Четвертое. Хлопья из цельных зерен. Во-первых, большинство этих продуктов делается из муки, полгода пролежавшей на складе. И при измельчении зерна теряется много питательных веществ. Все продукты из очищенного зерна — хлеб, макароны, хлопья, крекеры, печенье, вафли, блины — все это можно давать детям только в очень малых количествах. Не накладывать полную тарелку, как это обычно делают. Из-за такой еды у ребенка будет подскакивать инсулин, и это приведет к ожирению и проблемам с сахаром в крови. Все это скверная еда.
Вместо этого давайте ребенку белки, давайте ребенку много овощей, которые ему нравятся. Найдите такие овощи. Фрукты детям можно давать спокойно, орехи можно давать, семена. У меня есть отличная книга с рецептами для детей. Тут много всего. Есть рецепты, брауни, печенье, есть маффины, есть хлеб, который можно приготовить без сахара и муки, оладьи, конфеты с арахисовой пастой, даже мороженое есть. Из этой книжки вы можете почерпнуть кое-какие идеи блюд, которые можно дать ребенку, чтобы ему не казалось, что его обделяют. Потому что, приходя в гости к друзьям и обедая в школе, дети едят всякую гадость. Вам нужно хотя бы дома установить стандарт здорового питания, дать им альтернативу. Мои дети не замечают разницы между обычной пиццей и этой здоровой пиццей по рецептам из этой книжки. Даже я не замечаю разницы. Эта еда даже лучше, потому что у нее нет послевкусия. Повторюсь, следите за тем, чем вы кормите детей. Не давайте им витамины мишкигами. Эти витамины не настоящие. Давайте детям натуральные витамины. Вот вам самая распространенная, якобы здоровая еда. Люди думают, это полезно. На самом деле нет. Используйте эту информацию и увидимся.